Он хочет проломить просто твой барьер. Девчулька! Давай-ка. Так, ты готов? Ну, всем привет! И сегодня мы выехали в лес, наконец-то, с нашими собаками. Эй! Это дубово-сосновый лесок, такой смешанный. И мы взяли пилу не случайно, мы планируем спилить какую-нибудь корягу интересную. Ну, если что-нибудь найдем. И кто-то в комментариях у нас просил видео про став булей, побольше видео. Вот, и сегодня я вам хочу рассказать немножечко про историю этой породы, откуда она появилась, что это за собаки, и, наверное, какие-то рекомендации, если вы планируете завести себе этого чудесного песика, что вам следует знать, прежде чем купить. Ну, в первую очередь скажу, что эта порода прибыла к нам из Англии, и зародилась она еще в конце 19 века. Создавали этих собак изначально для боев, но сейчас их назначение уже совершенно другое, и они признаны собакой-компаньоном уже несколько сотен лет. А в России она сравнительно недавно, где-то 8 лет назад только появился первый питомник этих собак, и с тех пор заводчики как могут стараются популяризировать в массы, потому что собаки на самом деле очень замечательные. Они умные, веселые, сильные, выносливые. То есть их качество можно перечислять просто бесконечно. Впервые эту породу вывел английский заводчик. Он отбирал самых маленьких и выносливых, сильных из бульдогов и, собственно, скрещивал их с терьерами. Получал сильных, выносливых собак, которые практически не чувствуют боли и могли сражаться просто до последнего. Такие собаки, как правило, выигрывали. И таких собачек стали вывозить в первую очередь в Америку. Так появился всеми нами известный и более популярный их собрат стаффордширский терьер. Это более крупные собаки, вы их все знаете, но не нужно путать их с английскими стаффордширскими бультерьерами. Они являются их предками. Стандарт этой породы существует с 1935 года, он нисколько не изменился. Собаки эти как были, так и есть. И сейчас стаффордширский бультерьер в Англии достаточно популярная порода. Они являются символом английского полка, и во время парада стаффордширский бультерьер, он идет всегда впереди. Собаки эти очень ориентированы на человека, от хозяина буквально зависит вся их жизнь. Они, конечно, живут в компаниях, но человек для них является приоритетным. Они очень легко поддаются дрессировке, умные собаки, сильные, выносливые. Очень классно с ними заниматься каким-либо спортом. То есть это и аджилити, и фрисби, и вейтпулинг. Они практически во всех видах спорта преуспевают. Но если вы хотите завести такую собаку, вы должны знать, что они требуют все-таки дрессировки. Нельзя просто пустить все на самотек. Какие-то признаки агрессии у них могут быть. То есть это еще оставшиеся со времен боев, дрочливость, так скажем. Они не очень терпимы к некоторым своим собратьям. То есть им может не понравиться какая-то собака, и вы уже ничем не сможете его переубедить, чтобы он оставил ее в покое, только если уйти оттуда. Но несмотря на все это, к людям и в особенности к детям эти собаки относятся очень позитивно, очень лояльно. Они прекрасно контактируют с детьми, с другими людьми. Лора, ко мне скорей. Ай, хорошо, девочка. Молодец. И вы можете спокойно оставить такую собаку с ребенком, ничего с ним не случится, и он будет, я вам скажу, под надежной охраной, потому что, несмотря на их маленький размер, многие не воспринимают их всерьез, как охранников, но это совершенно не так. И став булей с успехом проходят курс защитно-караульной дрессировки, и они прекрасные охранники. И в частности территории, но содержать их на улице нельзя. Вольерное содержание недопустимо, потому что они не обрастают подшерстком. У них только короткая шерсть, только ость, и только квартирное содержание для них приемлемо. Но уход за шерстью на самом деле минимальный. Это достаточно купания раз в месяц, 2 месяца и расчесывание мягкой резиновой щеточкой. И кроме того, собаки эти очень нуждаются в нагрузках. Это как умственные, так и физические. И прежде чем приобретать такую собаку, задайте себе вопрос, сможете ли вы обеспечить ее этим. И кроме всего, у них очень сильные челюсти, и они любят
их показывать, да? Ну, хозяйка. Он так очень долго может болтать. Хорошо. Так, стоп. Стоп. Ты полегче, девчуля. Давай, цепляйся. Сидя. Ай, хорошо. Лежать. Хорошо. Вперед! Блин, недалеко кинула. Хорошо, молодец. Хочешь, я подержу? Да ладно, хорошо. А ты чего воображуй-то? Клоун. Хорошо, молодец. Сейчас попробуем подойти вот так, чтобы хозяин там был, а то ты не сможешь его оттащить, если что. Тройка. Знакомство. Хорошо, малыш, умница. Хорошо. Молодец. Все, и ты молодец, воображуля маленькая. Ну все, можно спокойно. Все, ты молодец. Флора сходит с ума. Да, она воображалка вообще страшная. Форка. Итак, сейчас покажу вам с Флорочкой немного трюков. Вот. Иди ко мне, Флорочка. Хорошо. Лежать. Сидеть. Хорошо. Стоять. Хорошо. Лежать. Лежать. Ай, хорошо. Умница. Иди ко мне. Ай, хорошо. Молодец. Умница. Так и не нашли мы в этом дубовом лесу корягу из дуба. Желудь такие красивые. Все-таки лучше искать где-то вот в яблочных садах. Как-то там нам больше понравилось. И шансы найти хорошую корягу спилить там гораздо лучше. Единственное, нужно пилить сухую, чтобы она была полностью сухая. Если она будет хоть где-то еще живая, веточки живые, или ствол сам живой, то она, скорее всего, начнет плесневеть. Несмотря на то, что собаки эти легко поддаются дрессировке, если это ваша первая собака данной породы, лучше все-таки обратитесь к кинологу. Потому что у них довольно своеобразный темперамент, они очень живые, требуют очень много внимания. Флора у меня была первой собакой с стаффордширским бультерьером, и с ней мы ходили к кинологу, к моей хорошей знакомой. А вот рыженького, когда я взяла, Флорке уже на тот момент было 2 года, с ним мы занимались самостоятельно. Я, наверное, всего лишь 2 занятия сходила к кинологу, чтобы она подкорректировала мои методы дрессировки, что у нас получается, не получается, подсказала мне немножечко.
И дальше мы самостоятельно учились, но, к сожалению, курс мы не закончили по некоторым причинам. Мы делали упор на выставочную карьеру, и нам было более важна правильная стойка, пробежка. Командам он тоже учился некоторым, но далеко не всем. Флора знает намного больше. Кстати, у Флорки есть крутая команда взвешиваться. Мы когда приходим в клинику, я ей говорю: Флора, взвешиваться, и она знает, где стоят весы, и уже бежит сама, садится туда и, взвешивается. Мне кажется, для девочек это типичная ситуация. Дай мне лапу. Хорошо. Вот эту дай. Хорошо. Вот эту. Хорошо. Ну вот, мы гуляем тут уже несколько часов, и видите, насколько собаки эти выносливы. Они могут играть, а у них нет. На самом деле это замечательные псы. Сказать в завершение: если вы хотите приобрести себе такую породу собак, то вы должны знать, что они сильные, веселые, достаточно умные, легко поддаются дрессировке, но если это ваша первая собака, лучше все-таки обратиться к кинологу. Пускай он вам поможет с воспитанием, с дрессировкой, с социализацией и со всеми такими мелкими моментами в воспитательной программе. Уход за шерстью у них достаточно прост. Как я уже сказала, это купание и расчесывание резиновой мягкой щеточкой для улучшения кровотока. Никаких толтунов у них не скапливается, они не линяют. И если вы все-таки решились на покупку щенка, то знайте, что он будет вам отличным спутником в любых ваших делах, в любых начинаниях, всегда вас поддержит, никогда не оставит в трудную минуту и зарядит вас своей бодростью, позитивом. Этого у них просто море. Да? Ну и на этом все. Такое небольшое видео об истории этой замечательной породы стаффордширский бультерьер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнавать о наших видео самыми первыми, и следите за нашими змейками. Если есть какие-то вопросы по уходу, содержанию собак, то задавайте смело их в комментарии, мы всегда на них ответим с радостью. Ну и все. Всем пока. И вперед!